Здравствуйте, друзья! Хочу предложить вам испечь домашний хлеб на кефире. Если вы ни разу не брались за выпечку хлеба, будьте уверены, по этому рецепту у вас все получится. В этом тесте никакого замеса вручную. Хлеб получается вкусный, ароматный, с хрустящей корочкой. В глубокую емкость всыпать 750 грамм просеянной пшеничной муки. Добавить чайную ложку соли и перемешать. Затем всыпать сухие дрожжи и снова перемешать. В муке сделайте углубление и влейте туда слегка теплый кефир. Ложкой замешивайте тесто. В процессе замешивания теста я долила 100 мл слегка теплого кефира, так как мука разной плотности и кефира может уйти больше или меньше, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь на консистенцию теста. Я замешивала тесто ложкой около 4-5 минут. Тесто должно быть не сильно жидким и не сильно крутое, оно должно быть липкое. Добавлять муки не нужно, так как вы забьете тесто мукой. Вот такой консистенции должно быть тесто, как на видео. Из теста ложкой как бы формируем шар. Миску с тестом накрываем пищевой пленкой, затем накрываем кухонным полотенцем. Ставим в теплое место на 2-3 часа, чтобы оно подошло. Тесто должно увеличиться в 2-2,5 раза. Я поставила тесто в духовку, разогретую до 40 градусов. Пергаментную бумагу слегка смажьте растительным маслом. Мое тесто поднималось в духовке 2 часа. Тесто хорошо увеличилось в объеме. На стол выкладываем пергаментную бумагу, смазанную растительным маслом. На центр бумаги перекиньте тесто, можете помогать руками или ложкой. Возьмите за края бумагу и перенесите ее в форму. Расправьте бумагу и постучите дном формы об стол, чтобы тесто равномерно улеглось. Накройте форму с тестом пищевой пленкой и полотенцем. Оставьте тесто в покое при комнатной температуре, чтобы тесто увеличилось еще раз в 2 раза. На расстойку у меня ушло 45 минут. С формы снимите полотенце и пищевую пленку. Пищевая пленка может слегка прилипнуть, но это ничего страшного, она легко отходит. Хлеб выпекаем в духовке, разогретой до 210 градусов 35-40 минут. На низ в духовке поставьте тару с водой, так благодаря водяному пару у вас получится хрустящая красивая корочка. Испекшийся хлеб аккуратно вытяните за края бумаги из формы и переложите на решетку. И дайте ему полностью остыть. Это базовый рецепт хлеба, вы можете готовить его на кефире, на ряженке, на простокваше, на сыворотке. Также в тесто в хлеб можно добавлять по желанию семечки, орехи или кунжут. Хлеб получается очень вкусный, с хрустящей корочкой, не нужно замешивать, что очень удобно. Хлеб – выручайка, когда в доме закончился хлеб, а идти в магазин – лень. Этот рецепт хлеба будет вам в помощь. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, пишите комментарий, для меня это очень важно. Всем здоровья и хорошего настроения. До новых встреч на канале Ната Кук.